Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Модная юбка весна-лето 2025. Это один из самых прекрасных, женственных, чувственных элементов стильного образа. Она наш неизменный фаворит, независимо от главных трендов сезона. Не случайно дизайнеры выбрали, казалось бы, простой базовый предмет гардероба для смелых экспериментов. Сегодня на подиуме юбка стала настоящей площадкой для модного творчества, даже сохраняя привычный силуэт. В рамках фэшн-марафона в Милане, Лондоне, Париже или Нью-Йорке можно было увидеть огромнейшее разнообразие фасонов, текстур и ярких акцентов, определяющих основные тенденции на весну. И прямо сейчас, друзья, давайте вместе рассмотрим самые топовые модели. Отметить лучшие варианты, обсудить наиболее интересные версии по стилизации, добавить от себя несколько полезных идей и подсказок вы, мои дорогие зрители, всегда можете в комментариях к видео. Приятного просмотра! Первым делом хочу выделить юбку асимметричного кроя. Такая модель привлекает внимание своей нестандартной геометрией. В повседневный аутфит она несет динамику и игривость, вечернему наряду добавит шарма, да и в целом любой лук сделает уникальным. Яркую асимметричную юбку с плавными воланами на показе Bottega Veneta носили с минималистичным джемпером, а в весенне-летнем гардеробе Этро модный фасон сочетали с трикотажной майкой либо с сетчатым топом. В коллекции Tory Burch тоже нашлось несколько интересных идей. Это и более строгий вариант юбки с косым подолом и, несомненно, сложная по исполнению модель с изящной драпировкой из легкой струящейся ткани. Юбка-колонна. Как следует из названия, напоминает своим силуэтом элемент архитектуры. Нынче она must-have на теплый сезон. А все потому, что такая модель подходит для самых разных случаев. Хороша и для деловых встреч, и для неформальных мероприятий. Главные особенности фасона – прямой крой и длина ниже колена. Это визуально вытягивает фигуру, делает ее более стройной и грациозной. Не лишним будет сопровождающий юбку разрез, который обеспечит нас комфортом при передвижении. Юбка-колонна может быть как с низкой, так и с высокой посадкой. Все зависит только от ваших предпочтений. Любая версия из линейки Max Mara, Brunello Cucinelli, Acne Studios подойдет и для офиса, и для свидания, да и просто на каждый день. Носите ее с женственной блузкой или с хлопковой рубашкой, комбинируйте с коротким жакетом или с бра-топом и курткой-бомбером, сочетайте с обувью на каблуке, либо выбирайте низкий ход, к примеру, сандалии, балетки, жокейские сапоги. Если вы в поиске интересных опций, обратите внимание на полупрозрачные прямые фасоны из технологической сетки, которые Надежда Ванет-Цибульский предложила на показе бренда Hermes, а также на модели из тонкого трикотажного полотна, представленные в коллекции Антиприма. Для желающих создавать сложные фактурные аутфиты, я думаю, понравится юбка-колонна из замши, бархата, либо денима. Не менее эффектно смотрятся сверкающие с градиентным переходом по цвету юбки из линейки Джордж Хабейка и модель с 3D-аппликацией от Michael Kors. Юбка-карандаш. За последние пару лет дизайнеры устроили перезагрузку делового стиля, что подарило нам приятное возвращение на подиум, а соответственно и в наш гардероб юбки строгого кроя. Прямого или зауженного к низу силуэта, плотно облекающие бедра и, в отличие от предыдущей модели, средней длины. На мой взгляд, это безусловная классика, самая лучшая для создания респектабельного образа. Она выручит нас в любой ситуации. Отлично смотрится и в элегантных костюмах Carolina Herrera с черно-белым цветочным узором и в трикотажном комплекте под маркой Schiaparelli. Юбку-карандаш мы будем смело носить всегда, везде и во всех случаях, коль будет такое желание и, конечно же, настроение. При умелой стилизации образа в руках талантливых кутюрье даже скромная, неамбициозная модель претендует сегодня на звание самой женственной, соблазнительной. Особенно, когда сшита она из струящегося атласа и представлена в сочетании с корсетным поясом и кружевным бра. Для создания повседневного аутфита именитые бренды припасли немало стильных новинок. Это может быть вариант из мега-актуальной сегодня замши или кожаная версия в сочном оттенке. В придачу юбка-карандаш здесь получила низкую посадку на бедра. Если желаете следовать трендам и не нарушать строгие рамки дресс-кода, присмотритесь к модному луку из весенне-летней коллекции Fendi. Чтобы получить более чувственный наряд, берем на заметку кружевную модель от Michael Kors. Дизайн-студия бренда Dries Van Noten в этом сезоне максимально сосредоточена на фактурных материалах вдобавок с бисерной вышивкой. Оплетенная словно рыбацкая сеть одежда из гардероба Роберто Кавалли явно напоминает: пора отправиться в отпуск к морю на пляж. Золото и шоколад объединила в стильных образах Донателло Версаче,
где юбка-карандаш из коричневой замши или же собранная из металлических пластин гармонично миксуется с рубашкой, корсетом, с красновато-кирпичного оттенка капроновыми колготками. Модная юбка А-силуэта. Она оказалась настоящим хитом прошлого лета и в этом сезоне тоже в любимчиках. Похоже, дизайнеры уловили нашу усталость от безликих мешковатых вещей и наконец-то вспомнили о трендах, воспевающих женственность и красоту. В основе образа нынче элегантный и романтический стиль одежды, который предложил Кристиан Диор еще в 1947-м. Силуэт идеальной женщины с тонкой осиной талией, хрупкими плечами, изящными бедрами стал очередной революцией в моде и толчком к новой жизни. Сегодня на подиуме звучат мотивы далеких 50-х-60-х. В коллекциях на весну можно по-прежнему встретить знакомый по очертаниям наряд в стиле диоровского New Look, пусть и в несколько ином прочтении, без полного погружения в прошлое. Как это часто бывает в мире фэшн-искусства, юбка А-силуэта теперь появилась даже в неожиданной оригинальной трактовке. В линейке Giambattista Battista Valli это модель с баской из перьев, а мастер иллюзий Джонатан Андерсон удивил поклонников бренда Loewe юбкой, похожей по форме на цветок-колокольчик. Хотя дизайнеры и подхватили идею вернуть к жизни А-силуэт, но от комфорта, такого желанного в условиях современной городской суеты, рекомендуют нам все же не отказываться. Так что миксуем расклешенные к низу юбки с короткими жакетами, футболками-тельняшками и лоферами, как в лукбук Брунелло Кучинелли. А еще сочетаем с бомбером и балетками по примеру образов от Антонио Марас. Комбинируем с по-домашнему уютным вязаным кардиганом, жакетом, либо со спортивной ветровкой, как было представлено на модном показе бренда Ralph Lauren. Следующий в моем списке – тренд на прозрачность. В новом сезоне стабильно в лидерах. При этом получил две разных трактовки. В первом случае это возможность беззастенчиво обнажиться, но с условием ответственного подхода к выбору нижнего белья, закрытого и даже нарочито скромного. Во втором – основная задача, которую ставили перед собой дизайнеры – сделать юбку частью многослойного образа, чтобы добавить глубины и текстуры и без того роскошным нарядам, ничего явно не показывая и не открывая, например, как в линейке Emporio Armani. Длиной от середины колена и до максимальной, из шифона, тончайшего шелка, тюля, органзы, сетки или ажурного кружева, прозрачные юбки сегодня запросто рифмуются с базовыми вещами, давая немалый простор для фантазии при стилизации. В этих образах столько искренней нежности, неподдельной женственности, волшебного очарования. Лучшие идеи для вдохновения найдем в коллекциях Fendi, Giambattista Valli, Zimmermann, Acris, Брэндон Максвелл, Этро, Виктория Бекхэм, Майкл Корс. Юбка на запах. Этот фасон в последнее время как-то затерялся на модных просторах, но дизайнеры дружно решили напомнить о пусть не такой уже новаторской, но функциональной, удобной, стильной модели. Она станет универсальной базой для повседневного лука. Чтобы следовать трендам, рекомендую присмотреться к гардеробу под маркой Miu Miu. Здесь найдется и практичная юбка на запах из черной глянцевой кожи, и настоящий хит сезона из замши в коричнево-рыжем тоне. Для солнечного теплого лета Miuccia Prada также предложила несколько моделей в ярких конфетных оттенках и с заниженной линией талии. Лучшие миксы по задумке дизайнера у вас должны получиться с белой футболкой, олимпийкой или со спортивным купальником. Модная бахрома. Один из самых популярных декоративных элементов, благодаря которому абсолютно любая юбка обретает новые формы, новый объем и длину, визуально меняя пропорции. Юбка с бахромой задает образу новый динамичный характер и настроение. Так, на показе линейки бренда Alexander McQueen она подчеркнула в стильных нарядах театральность и силуэтную геометрию. Мини с удлиненной металлизированной бахромой создавали контраст между жесткой архитектурой и плавностью линий. У Bottega Veneta ставку сделали на лаконичные версии из кожи с аккуратными кисточками, где светлый белый цвет подчеркнул утонченность моделей. Такую юбку можно стилизовать как для офиса, так и для коктейльных мероприятий. В доме моды Изабель Маран остались верны своей богемной эстетике, предложив мини, украшенные густой бахромой в этническом стиле. Юбка из коллекции Princess Cooler объединила сразу два тренда – бахрому и асимметричный крой. На шоу Prabal Gurun, благодаря эффектному декору, макси-наряд получил еще опцию с градиентным цветовым переходом – от белого до небесно-голубого. А Джорджо Армани традиционно очаровал всех роскошным луком, в котором юбку украшает бисерная бахрома.
Теперь пару слов скажу о модной длине и высоте посадки. Хочу сразу, друзья, дать банальный совет. Не стоит без оглядки следовать трендам. Выбирайте то, что подходит именно к вашему типу фигуры, а также с учетом личного стиля в одежде. Поклонницам мини рекомендую присмотреться к объемной короткой модели. Прекрасно выглядят любые варианты с цветочным принтом или с необычным сверкающим фактурным узором. В аутфит можно добавить капроновые гольфы по примеру образа от Антонио Марас. Крохотные юбки с посадкой на бедрах в сезоне 2025 сдают первые позиции. Тем не менее, в коллекциях весна-лета для них место нашлось. В большинстве своем это модели из кожи в оттенках от светлого до черного, либо из вареного денима в стиле прошлой эпохи. А вот Макси для нас сегодня получила звание топовой и объявлена главным трендом. Ведь лето, вне всяких сомнений, лучшее время для прогулок в юбке, подол которой практически касается земли, но при этом вы не рискуете сильно испачкаться. Популярны будут как фасоны с высокой посадкой и акцентом на талии, создать который можно также с помощью ремня, так и юбки с откровенно низкой посадкой. Последних в сравнении с предыдущим сезоном оказалось на подиуме значительно больше. Из тонких струящихся тканей, джинсовая, трикотажная или серебристая с бахромой, длинная юбка отлично впишется в любой стиль. От сафари до бохо, станет частью спортивного лука либо делового наряда, подойдет и для вечернего, и для повседневного гардероба. Стилизуйте Макси с элегантным приталенным жакетом по примеру образов на показе Ральф Лорен или с объемной ветровкой анорак из коллекции Зиммерман. Носите с ажурным джемпером или вязаным топом, с романтической блузкой, либо с простой белой майкой. Если же юбка в пол вам кажется пусть и стильной, эффектной, красивой, но совсем не практичной, тогда даем предпочтение в пользу новомодной длины мидакси, где подол едва достает до щиколотки и точно не будет подметать тротуар. В этой версии хороши и модели асимметричного кроя, женственные А-силуэта и строгие карандаши, юбки с драпировкой, с воланами, воздушные плиссе или сверкающие гламурные с пайетками. Мы их запросто можем носить как с туфлями на каблуке, так и с обувью на низком ходу. Что хотелось бы сказать по итогу, друзья? В коллекциях весна-лето 2025 дизайнеры от души постарались удивить нас разнообразием трендов. От креативных, с необычными элементами, оригинальным декором моделей до проверенных временем. Поэтому я абсолютно уверена, что среди модных новинок вы обязательно найдете ваш идеальный фасон, именно вашу правильную юбку, которую никак не заменят ни брюки, ни джинсы, ни тем более спортивные треники. Пробуйте, экспериментируйте, дерзайте, у вас все получится. Спасибо большое, друзья, за вашу поддержку канала, за поставленный лайк и подписку. Красоты, позитива, хорошего теплого дня и солнечного всем настроения!